Всем привет, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «Новый цикл истории персонажей» из игры GTA San Andreas Definitive Edition. Сегодня я расскажу про Карл Си Джей Джонсон. Карл Си Джей Джонсон, вымышленный персонаж, главный герой компьютерной игры GTA San Andreas Definitive Edition, один из лидеров уличной банды семьи с улицы Грув в городе Лос-Сантос, озвучен рэпером Янг Мелли. Карл Си Джей Джонсон родился в Лос-Сантосе в семье Беверли Джонсон, имеет двух братьев, старшего Шона по прозвищу Свит и младшего Брайана, покойного к началу игры, а также сестру Кендалл. Свит утверждает, что Карл родился в доме Джонсонов, в нынешнем доме семьи. Старый Рис, друг семьи, местный парикмахер, иногда вспоминает об отце Си Джея, хотя Карл в вступительном видеоролике говорит Джоуи Леона, что никогда не знал своего отца, и что его роль в доме исполнял Свит, что делало жизнь Карла невыносимой. Братья Джонсон, Кендалл, а также их друзья Мелвин Биг Смол Харрис и Лэнс Райдер Уилсон выросли в одном тупике Грув-стрит в бедном и криминальном районе Гентон. С Райдером Карл, скорее всего, учился в одной школе, поскольку в миссии ограбления дядюшки Сэма он вспоминает, что однажды Райдер избил учителя за то, что тот носил цвет вражеской банды Баллас. Также на то, что Райдер... Также на то, что с Райдером Карл дружил с самого детства, указывает, что что Си Джей знает, что Райдер торговал наркотиками с 10 лет. Вероятно, в детстве Карл часто проводил время с друзьями в местном бетонном канале, и там ему не нравился один туннель, ведущий в Уинстон-Бич. Об этом Си Джей рассказывает Биг Смолк в миссии «Просто бизнес», когда он заезжает в него. В миссиях «Десятая операция» Карл рассказывает Вузе, что однажды, когда он плавал в детстве, к его лицу прилип презерватив. Заканчивая этой фразой: «Такой ужас остается с тобой на всю жизнь». Это объясняет некоторые его страх перед плаванием, о котором он говорит в этом же миссии. Поскольку все детство Карл, также его Белицких, прошло в бедной части Лос-Антоса среди бандитских насилий, на них это оказало влияние, и в какой-то момент Свит стал лидером афроамериканской уличной банды Грув Street Families и втянул Си Джея и, возможно, Брайана в бандитскую жизнь. Также в банду вступил их и друзья Биг Смолк и Райдер. До 1987 года, когда Карл покинул Лос-Антос, на банду впервые оказало давление Фрэнклин Пенни, коррумпированный полицейский из Крэш, подразделение полицейского департамента Лос-Сантос, созданного для борьбы с уличной преступностью. В 1987 году погибает младший брат Карла, Брайан. Причина его смерти не была раскрыта, хотя подразумевается, что в тот момент Карл был рядом, но не помог ему, поскольку в миссии Свит и Кендалл Свит сетует, что Карл позволил Брайану умереть. После смерти Брайана Карл покинул Лос-Сантос и переехал в Либерти-Сити, где в течение 5 лет работал над Джоуи Леона, сына Сальваторе Леона, дона итальяно-американской мафиозной семьи Леона, занимаясь угоном автомобиля, а также другими мелкими преступлениями. Вероятно, на его отъезд повлиял упреки Свита в его виновности в смерти Брайана. После отъезда Карл перестал считаться членом семьи Грув-стрит, а сама банда за эти 5 лет постепенно пришла в упадок. Подразумевается, что до отъезда Карл был физически крупнее, чем после возвращения, на что указывает слова Биг Смолк вместе с Свит и Кендалл, что ты на восточном побережье совсем отощал, братан. В конце истории игры Карл Джонсон становится молодым миллионером. Его активы и деловые интересы включают доходы с территории Грув-стрит. Он является менеджером Мэд Дога и владеет многими землями, недвижимостью, инвестициями. В его владениях также реактивный ранец стоимостью $60 миллионов. Предполагалось, что Карл, Мэд Дог и Кент Пол и Маккер должны были выйти на общемировую турне. Как упомянул Мэд Дог во время финального ролика игры, в игре есть намеки, что Карл помог Маккеру и Кенту восстановить свою группу. В GTA 4 есть плакат с изображением человека, похожего на повзрослевшего и последевшего Карла, в шляпе и костюме с бокалом вина, со словами «Фронталот». Это компания по производству одежды в GTA 4 и GTA 5. Для примера, Джимми Де Санто, сын протагониста GTA 5 Майкла, носит одежду марки Фронталот. Та же фамилия Карл написана на других рекламных счетах. 6 лет спустя после событий игры в GTA Liberty City Stories видно, что казино 4 дракона в Лас-Вентусе, владелец которого является Карл Джонсон, имеет огромную
огромную популярность. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что Карл и Фредди из Love Fist могут быть единственными персонажами, которые существуют во вселенной HD. Вероятно, Карл Джонсон вернулся в Либерти-Сити и расширил свой бизнес. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Карл отличается от протагонистов предыдущих игр тем, что гораздо меньше склонен к насилию. При необходимости он способен быть очень жестоким убийцей. Примером может быть то, как хладнокровно он добил смертельно раненого Пуласки или закатал в бетон бригадир на стройке после того, как рабочие оскорбили Кендалл. Однако он не считает убийственным выходом из любой ситуации и сожалеет о том, что ему приходилось убивать Райдера и Биг Смолка. Он чтит уличный кодекс, что упоминается в миссии 555, и мы даем чаевые, и всегда готовы отстаивать интересы своей банды. Хотя не совсем разделяет взгляды Свита, считающего банду основным смыслом жизни. За пределами криминальной сферы Карл просто и порой даже в чем-то наивен. В частности, он явно не может противостоять обладающей сильным характером Каталине. Она без труда навязывает ему свою любовь, манипулируя им, в конце концов бросает по своей прихоти. В бета-версии и во введении CJ изображен одетым в черную толстовку с капюшоном, синие джинсы или бежевые хаки, коричневые, белые или черные туфли. В финальной версии игры CJ по умолчанию одет в белую майку, синие джинсы и черные теннисные туфли. Он афроамериканец с прической Цезарь, черными волосами, карими глазами, небольшим количеством растительности на лице и худощавым телом. CJ сравнили и путали как с его отцом, так и с его братом Брайаном, предполагая, что CJ очень похож на них обоих. Также утверждается, что CJ был толще или мускулистее, того, как уехал в Либерти-Сити, а его друзья заявили, что восточное побережье проредело его. Карл заметно ниже ростом, что игрок может видеть, когда Карл стоит рядом с другими персонажами, такими как Свит, Биг Смолк, участники Грув Стрит и даже Райдер, которого много раз принижали за его рост. В некоторых роликах миссии Карл слегка прихрамывает на левую ногу. Это также заметно, если игрок дважды вводит в замедление съемки и внимательно смотрит на анимацию спринта. CJ может иметь множество внешностей в зависимости от игрока. Например, он может носить дешевую одежду из Бинко или роскошную одежду из Zip. Он может быть мускулистым, худым или толстым, посещает тренажерные залы и рестораны. У него также могут быть разные татуировки и прически. Карл был самым настраиваемым главным героем до выхода GTA Online. Еще одна интересная особенность внешности Карла заключается в том, что его цитаты зависят от его одежды и внешнего вида. Например, он будет использовать больше сленга, когда он одет в одежду более низкого класса, говорит более изысканным тоном, когда носит одежду высокого класса, или даже отпускать комментарии, связанные с едой, когда он толще. Единственное, что нельзя изменить, это трусы CJ. Он никогда не остается голым без своих одежды и нижнего белья. Карл — первый протагонист в серии GTA, умеющий плавать. Также Карл — первый протагонист, который умеет стрелять с двух рук. Если игрок будет долго бездействовать, то CJ будет напевать строчки из разных песен. Сами песни присутствуют на игровых радиостанциях. Карл превосходит других протагонистов по способностям, включая протагонистов более поздних игр. Карл работает с огромным количеством разнообразного оружия, включая и совсем эксклюзивный прибор ночного видения, реактивный ранец, миниган, аэрозольный баллон и другие. Умеет летать на самолетах и вертолетах, заниматься боевым искусством, может стричься, совершенствоваться навыки и многое другое. Эти способности и отсутствуют в GTA 4, но частично возвращены в GTA 5. Карл является одним из двух героев в 3D-вселенной, которые не показывают средний палец или знак «Отвали» другим водителям второй Майк. В редких случаях при аресте офицер-мотоциклиста могут назвать Карл по имени или прозвищу.
Карл появляется в большем количестве сюжетных миссий, 104 миссии, чем любой другой герой в серии GTA, обогнав Ника Беллика 97 миссий и Тони Сиприани 75 миссий. В начале игры появляется в белой майке, черных хедах и синих джинсах. В бета-версии у него вместо белой майки были темно-синяя толстовка. В GTA 5 при подслушивании телефонных разговоров в Чемберли-Хиллз можно заметить, как некоторые хенты говорят, что ногу CJ. Существует заблуждение, что Карл первый протагонист-афроамериканец в серии GTA, однако до него были еще Дэйвен и Трой, и это не считается GBC протагонистов в GTA 2 в лице Кэнди, Дэйвена и Гаррет Хэн. Если нажать на клавишу клавиатуру NUM 6 или NUM 4, то Карл начнет поворачивать голову в ту сторону, куда смотрит камера. Также он является первым протагонистом в серии GTA, который умеет забираться на уступы. Карл второй протагонист, который может потолстеть. Первый протагонист полного телосложения Баба. Когда Карл плавал в Санта-Марии-Бич, ему в лицо попал презерватив. Он рассказывает о ВУЗе в миссии «Десантная операция». Карл раньше увлекался рэп-музыкой. Это можно понять в миссии «Жизнь — это пляж», где Си-Джей говорит Тулоку, что он рэпом больше не интересуется. В оригинальной игре у Карла серо-голубоватые глаза, но в издании Infinity Edition они карие. Желаете меня поддержать? Не забывайте подписываться на мой буст. Вы увидите мои слезы, мои огорчения, просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов моментов. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. И на этом история про Карл Си-Джей Джонсон из игры GTA San Andreas Infinity Edition подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте про действия, которые видите прямо на ваших экранах, а именно лайк, колокольчики и подписка на канал. С вами был Михаил Сонолапейк Мейкер.